как же я вам люблю показывать их и самой удивляться, и самой что-то находить новое. Сейчас, секундочку. Мы с вами вместе это увидим. Ну вот это счастье, о котором я вам пыталась рассказать. Оказывается, оно уже случилось. Вы готовы к съемке? Тогда мы начинаем. Лаки, иди к нам. Заходи, заходи. Лаки. Ну, запрыгивай на диван и располагайся. Ричи, здесь хотела лечь Лаки. Ну, понятно. Ты ж самый главный. Да, Ричка? Успела, Лакуся. Ну, тогда иди на ручки. Молодец. Располагайся. Добрый день, друзья! У меня появилось 2 новых орхидеи. Летом я не часто покупаю орхидеи, да и весной тоже. С чем это связано? Орхидеи, ну, по крайней мере, у нас в городе, чаще всего привозят осенью, зимой и весной. Может быть, это связано с праздниками, потому что зимой и весной, конечно, у нас больше всего праздников. Орхидеи более востребованы, поэтому и поставок было очень много. А сейчас, ну, во-первых, орхидеи подорожали. Во-вторых, после 8 марта их осталось столько, что пока не продадут оставшиеся орхидеи, новых и не привозят. Поэтому привозят по 10, по 20 штук. Снимать практически нечего. Но выбрать я смогла. Один из них – Биглип. Мне он напомнил орхидею Мелодия. Ну, такие же крапинки на лепестках. Но, правда, на губе есть непонятных 2 глаза. Ну, почти на всех. Вот с этой стороны очень хорошо видно на цветах, что крапинок самих на лепестка нет, но зато на губе по 2 ярких глазочка. Эту орхидею я купила неделю назад. Она обработана, была 1 раз полита. Сейчас корни стоят, просыхают. Распустила все бутоны, ни одного не сбросила. Весенние орхидеи чаще всего не сбрасывают цветы, но потому что нет разницы температур, пока я их несу домой. Немножко более мягкие стрессовые условия для них. Наверное, еще и поставлен под освещение сразу. Распустила все бутоны за неделю. Бывают, конечно, вот такие механические повреждения листьев. В этом тоже нет ничего страшного. Ну, сломался он. Но орхидея сама заживляет такие раны. И когда я ее покупала, это все было подсохшее. Поэтому здесь никаких проблем нет. Как называется, я не знаю. На ней написан номер на горшке. Но у меня никогда не получается по номеру расшифровать название орхидеи. Кстати, вот с этой стороны тоже на листе вот такое повреждение. В интернете я не смогла найти его название. А вот эта орхидея, у нее есть название, и я напишу. Вот эту орхидею я купила буквально 2 дня назад.
Обе орхидеи стоят по 1200 рублей. Здесь еще есть бутончики, конечно, она не распустила еще все бутоны за 2 дня. Но один из бутонов начал раскрываться. Вот этот. Называется она Керен Алоха. Может быть, я неправильно произношу. Элегант. Элегант Керен Алоха. Может, неправильно произношу, поэтому я напишу обязательно название ее бегущей строкой. Но могу заметить, что орхидеи, которые сейчас мы видим в магазинах, у них состояние намного лучше, чем когда мы покупали более дешевые орхидеи. Видно, что эти орхидеи не 1 года роста. У них и корневая система хорошо развита, и листьев значительно больше. Потому что когда мы покупаем такие 3-го сорта орхидеи, что у нас с ними случается? Я не буду вам сегодня рассказывать, как их нужно обрабатывать. Я это уже очень много раз рассказывала. Я хочу вам сказать, что вот те орхидеи, которые мы покупали раньше, которые у нас стоили там 400-500 рублей, мои подписчики у меня спрашивают: да, я все делала абсолютно точно так же, как вы. Поливала по краю горшка. Орхидея даже начала растить корни, даже начала растить листик, а потом вдруг взяла и моментально отсушила листья и пропала. И вот небольшая история о тех орхидеях, которые мы покупали, там 3-й сорт еще не брак. Я покупала порядка 6, наверное, сразу 5 или 6 орхидей небольших биглипов. Там был Аладдин, была лунная серенада, которую я вам покажу. Были знаменитые слова. Вот сейчас я вам их и покажу. Ну, казалось бы, неплохие орхидеи. Да, начали растить листики, да, начали растить корни, но потом в одночасье, и я вам показывала лунную серенаду, когда она мгновенно сбросила все листья, и от нее остался только вот такой пенек с корнями. Я не буду его пока выбрасывать. Вдруг получится детка. Даже при таком состоянии корни не гниют. Я их редко-редко поливаю, приблизительно раз в месяц. А ведь она начала растить корни. А ведь она распустила все до единого цветка. А вот сейчас вот эти корни верхние она все засушила. Но пока есть в горшке корни, вдруг что-то появится. Ой-ой-ой, подождите. А вдруг уже что-то появилось, а я этого и не видела. Сейчас, секундочку. Как же я люблю вам показывать орхидеи, к которым не подхожу по месяцу, потому что полив редкий. И как же я вам люблю показывать их и самой удивляться, и самой что-то находить новое. Сейчас, секундочку. Мы с вами вместе это увидим. Даже не знаю, как подступиться, чтобы вам это показать. Ну вот, вот это счастье, о котором я вам пыталась рассказать. Оказывается, оно уже случилось. Вот эта долгожданная детка. Первый ее листик. Стоит она у меня сейчас, давайте прямо про нее расскажу. Сейчас она у меня стоит на подоконнике. Там, где тепло и светло, вот этот корень я аккуратно от нее уберу, а то он ей мешает. И вот, оказывается, появилась вот такая крохотная детка. Тут всего один листик. Так что чудеса случаются, как оказалось, и даже очень быстро. На подоконнике свет бывает утренний, ранний,
и не обжигающий. Солнечные лучи, ну, наверное, с час, а потом просто яркое освещение. Я вам ее показывала, когда она начала рассыпаться на запчасти. Потом все листики отлетели, и остался только вот такой пенек. И вот долгожданная детка. Я очень хотела, чтобы от лунной серенады появилась эта детка. Но оказалось, что не только вот так рассыпалась лунная серенада. Оказалось, что знаменитые слова, это тоже биглип, у него начала гнить точка роста. Причем, если у этой отлетали листья, желтели и отпадали, то здесь начала загнивать точка роста. Но когда загнивает точка роста, здесь вот в этой ситуации для меня все проще. Подожди. Ричуль, Ричи, ну тебе чуть попозже. не мешай. Вот Мы поиграем сидишь с тобой. тихонько и сиди. Ричуль, да мой золотой мальчик. Все. Когда загнивает точка роста, для меня эти ситуации значительно проще. Можно аккуратно убрать все эти гниющие листики из точки роста. Обычно это бывает 1 или 2. Я после этого сразу обрабатываю эту зону фундазолом, размешанным до состояния густой сметаны. Наливаю вот эту часть, все, и оставляю, и не трогаю больше. Листья сохраняют тургор, дальше орхидея не гниет. И я думала, что вот от этой орхидеи я очень быстро дождусь детку, потому что есть листики, я даже оставила вот эти цветоносы. И что вы думаете? Он решил цвести дальше. Пробудились на цветоносе 2 почки, и это не детки, это цветоносы. И, кстати, остались раскукленные корни в горшках. Корни продолжают расти. Вот такие разные орхидеи. У всех все бывает по-разному. Но счастье в жизни есть. Очень мечтать о детке и так быстро ее дождаться. Очень бы хотелось, чтобы она еще выросла. Но я думаю, что и эта орхидея тоже подумает, может быть, еще поцветет и тоже даст детку. И поэтому, когда у вас пропадает орхидея, не доставайте ее из ее родного горшка. Вот видите, осталась в родном горшке, и вот она, детка. Осталась в родном горшке, и вот они, цветоносы. А уход за всеми абсолютно одинаков. Полив по краю горшка, тепло, свет, да и все, впрочем. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. И зелененькую часть увидела. Как же мне теперь ее обрезать? Она прямо идет вот из-под этого жуткого корня. О, хулиганы появились. Ну надо ж, красавица какая. Вот можешь вот так сфотографировать, я его. Я его что? Это не для съемки. Я понял. Я его освободила от корня. Теперь он развернулся, листик. Рождение детки в прямом эфире.